Всем привет! У нас прогноз на вторую половину августа для знака зодиака Стрелец. Мы посмотрим сферу отношений, любви, для тех, кто в отношениях, для тех, кто в поиске любви, работа, карьера, бизнес, финансы. Также мы получим совет от Таро, совет или предупреждение, смотря какая карта выпадет. Ленорман нам покажет сюрприз или неожиданность. Мы получим совет еще от оракула. И у нас будет маятник. Если карты Таро на ответ «да», «нет» не отвечают, то маятник именно работает на ответ «да» или «нет». Поэтому загадывайте ваши желания на эти 15 дней. Мы посмотрим, сбудется оно или нет. Ну, маятник мы в конце расклада. Стрельцы, вторая половина августа. Что вас ждет? Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что у вас в отношениях? Так, сейчас. То не вместится. Что вас ждет? Любви в отношениях. Первая карта, у кого они есть, отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. И для тех, кто в поиске работы. Финансы. Так, что у вас будет происходить в конце этих 15 дней? Ох ты, ну все-таки две пошли, да. Угу. Совет или предупреждение от Таро. И на дне колоды у нас паж мечей. Ну, паж мечей — это возможность прояснить какую-то ситуацию, информацию. Это может быть выяснение отношений. Может быть, здесь еще карта говорит о недопонимании с кем-то. Может быть, кто-то вас будет критиковать, придираться, делать вам замечания, сомневаться в принятых вами решениях. Да, здесь может назреть конфликт. А вам совет, предупреждение, говорит карта, не конфликтовать, ни с кем не ссориться. Но еще это может быть слежка за кем-то, это может быть сбор информации в интернете, это может быть работа с документами, официальными бумагами. Но также могут прийти по пажу неожиданные известия. Они могут быть или неожиданные, или они могут вас расстроить. Еще может быть здесь вопрос ребенка. Сейчас дети в школу поступают. Может быть, это вот именно по поводу обучения вашего ребенка. Какие-то вопросы вы будете решать. Так, давайте посмотрим. Сюрприз, неожиданность, стрельцы. Вторая половина августа. Ой, ну же, вы женщина, тут исполнится желание. Да, здесь может быть и отношения. Хотя вот у нас повешенный лег, но мы сейчас его будем уточнять. Здесь, конечно, может быть, у женщины появляется надежда на получение какого-то подарка, на какую-то встречу, свидание, может быть, приглашение куда-то. Ну, вот еще вот эти карты говорят, что женщина будет очень счастлива. Ну, давайте мы будем смотреть. Ну, в начале 15 дней у вас ложится ваша карта «Король жезлов». Это заниматься своими делами. Мужчинам, стрельцам, эта карта может говорить, что вам пришла пора менять вашу жизнь. Во-первых, вам нужно будет научиться распознавать препятствия на вашем пути и умело их преодолевать. Тем более король жезлов – это человек, который может преодолеть любые препятствия. Ну, а также карта говорит, что вас сейчас будет переполнять энергия, и вы с легкостью можете справиться с любой задачей. Но вот в начале этих 15 дней у вас может возникнуть какая-то ситуация, в которой потребуется от вас умение владеть собой. То есть, может быть, проявить вашу волю, смелость, может быть, даже рискнуть.
и принять какое-то важное, ответственное для вас решение. Ну, это может касаться работы, бизнеса, каких-то ваших дел, планов, может быть, отношений. Для женщин карта тоже может показывать, что вам нужно будет действовать как король жезлов, принять какое-то, может быть, решение, взять ответственность на что-то. Или здесь карта показывает мужчину, с которым, да, вот мужчина, который, может быть, принимает какое-то решение, и, скорее всего, вы с ним согласны. Ну, давайте все-таки посмотрим, да. Ой, императрица, потрясающе. Решение какое? Ну, скорее всего, вступление в брак. Да, женщины здесь могут получить предложение, мужчины сами сделают предложение. Императрица или здесь знакомство. Ну, смотрите, императрица — это смена статуса, то есть вы были холостая, холостой, вы становитесь в отношениях. Мужчина здесь обретает очень надежную женщину, которая станет вам прекрасной женой, хозяйкой, матерью, вашим будущим детям. У кого-то здесь может быть известие о беременности, или может быть уже у вас малыш родится, потому что императрица — это беременная женщина. Да, кто-то, может быть, получает предложение руки и сердца, мужчины сами делают, но еще здесь может относиться к творчеству. Тут мужчина может начинать какой-то новый проект или бизнес. Это какая-то мысль, идея, то, что вы вынашивали у себя долго в голове, вот беременны были какой-то идеей, сейчас вы можете это воплотить в жизнь. Самая главная карта говорит: начинайте действовать, сажайте это семя, работайте над этим урожаем, и он вас порадует. Но я говорю, тут может быть и женщина действует как король мечей, может быть это ваш собственный бизнес, какие-то, может быть, творческие проекты. Здесь женщины могут выиграть какой-то конкурс, получить какой-то приз, может быть, конкурс красоты, то есть вот дефилировать на подиуме. Может быть, какая-то звездная роль. Или вы себе там в интернете покажете, что вы очень хорошо танцуете, поете. Да, и получите признание. Но еще здесь может быть выиграть какой-то тендер или получить хороший заказ. Это что-то может быть связано с украшением. Может быть, это хороший заказ, например, украсить там свадьбу или какой-то юбилей. Или может быть, это дизайн-проект сада или дома. Что-то очень перспективное. Но это то, чем вы любите заниматься. Ну, а еще, конечно, это свидание, это получить подарок в виде предложения руки и сердца, это подготовка к свадьбе. Ну да, я сказала, что здесь исполняется какое-то очень заветное ваше желание. А может быть, кто-то узнает о беременности. Может быть, были проблемы со здоровьем. Потому что вот здесь в конце, тут двойка кубков, да, это для кого-то может быть новая любовь. Но еще ведь королева кубков у нас это беременная женщина. Здесь может быть какое-то соглашение, договор, который поможет вам зачать. Ну, не знаю, может быть, договор с клиникой, там, например, что-то нужно будет вылечить вот по пятерке. То есть это проблемы со здоровьем. Или, может быть, ЭКО. Но операции здесь нет. Нет, скорее всего, это что-то медикаментозное. Почему в совет карта говорит? Во-первых, умеренность у нас это что? Это баланс, это равновесие. Но еще это исцеление. И еще карта может говорить о том, что вам нужно будет пересматривать ваш рацион или ваш распорядок дня. То есть больше посвящать время своему здоровью. Так, ну давайте мы уточним тогда пятерку пентаклей. Вообще карта может говорить о кризисе. Кризис может быть финансовый у вас в паре, в браке, или может быть у вас нет жилья. Пятерка иногда говорит, когда вот люди мыкаются по углам, по чужим. Также это может быть проблемы со здоровьем у кого-то, но еще это может быть кризис в отношениях. Ну, давайте мы уточним пятерку пентаклей. Если были проблемы со здоровьем и не могли забеременеть, здесь карта говорит о расширении членов вашей семьи. Если у вас не было своего жилья, это тоже расширение. Это может быть покупка участка земли для того, чтобы построиться. Или может быть покупка, ну у вас, например, была квартира, вы подберете себе побольше. Кто-то, может быть, планирует куда-то уехать. Может быть,
вот тут и с финансами десятка мечей, да, вот десятка мечей это вообще уже дно. Может быть, у вас с кредитами какие-то проблемы или вообще с работой проблемы, с финансами. Вы решаете куда-то, может быть, вместе переезжать. Кто-то, может быть, в интернет-магазине, может быть, вы заказали откуда-то издалека какую-то покупку. Вот ждете, то есть деньги отправили, ждете получения. Какая-то вещь, которую вам очень хочется, ну вот звезды, да, это или интернет, или куда-то совсем далеко. Так. Ну, если у кого-то были проблемы со здоровьем, да, карта говорит, вы справитесь с этим вопросом. Ну, может быть, вот по королеве кубков это или врача найти хорошего, или эта карта уже показывает вас. Да, если вы куда-то планируете уезжать, здесь, может быть, еще придется чуть подождать. Потому что тройка говорит, люди собрались, уже на чемоданах сидят, но пока поехать не могут. Конечно, это может быть и отпуск. Или, например, смотрите, вы хотите пожениться, да, вот вы получаете предложение, вы начинаете готовиться к свадьбе, вам очень хочется, может быть, свадебное путешествие. Но тут пятерка говорит, или вам финансов не хватает, но тут вам кто-то может помочь. Может быть, какая-то близкая женщина, это может быть даже мама. Кто-то может вам помочь. То есть вот хочется поехать, но вот по пятерке, да, есть нехватка средств. Что у нас здесь? Паш мечей. Да, очень много планов, мечты, да, сила. Но если вы к свадьбе готовитесь, да, тут вы будете прям разрываться. Но здесь вот смотрите, какая-то дама вам поможет. Может быть, даже это для женщин ваша подруга. Для мужчин, может быть, это сестра. Вот с кем-то вы договоритесь о помощи, вот, чтобы человек, да, посодействовал подготовке к торжеству. Может быть, у кого-то здесь договор купли-продажи, но при помощи опять вот какой-то близкой дамы. Королева кубков, как правило, это человек, который очень хорошо к вам относится. Может быть, вот двойка – это подписание, например, договора купли-продажи, или, может быть, это аренда, найм, то есть вот обрести свое собственное жилье. Так, хорошо, для тех, кто в поиске любви, старший аркан повешенный. Давайте мы его уточним сразу. Тут карта говорит, или вы сейчас себя чувствуете жертвой, может быть, вам нужно о ком-то заботиться, и пока на себя у вас не хватает времени. Ну, может быть, у вас есть дети или престарелые родители, за кем-то вы ухаживаете. Или повешенный говорит, что были отношения, может быть, они еще и продолжаются, какие-то зависимые. Ну, знаете, человек женат, появляется иногда раз в месяц, когда вот ему приспичит, или там раз в неделю. Вот есть какая-то связь, которая вас уже вот измотала. Вот давайте мы уточним. Не знаю, может быть, здесь нужно одержать победу над самим собой, чтобы решиться на новые отношения. Тут может касаться и мужчин, и женщин. Шестерка – это мы добиваемся победы. Здесь еще, знаете, может быть, мужчина встречает женщину вот эти 15 дней. Может быть, она вот реально обременена какими-то заботами. У нее есть дети, родители, может, какая-то работа. И ей как бы не до отношений. Это вот встретить свою императрицу. Вы здесь будете эту женщину добиваться. Ну, вот здесь вот карта показывает, что женщина будет счастлива. Ну, не знаю, вот почему лег повешенный и паш мечей. Да, может быть, у вас недоверие к противоположному полу. Это, знаете, как ждать подвоха, и в то же время влюбленность-то есть. И страсть будет, и энергия будет даваться на эти отношения. Ну, какие-то разрушительные, может быть, мысли. Я думаю, что здесь нужно одержать победу над собой, решиться на эти новые отношения. Тем более в конце этих 15 дней у вас двойка кубков. Это начало очень хороших отношений, это любовь, это взаимопонимание, поддержка. Но женщину могут показывать королевой кубков, это влюбленная дама. У мужчин может быть отношения с дамой водной стихии. Это рак, скорпион, рыбы. И, кстати, тандем неплохой. Вы огонь,
а она вода. То есть вода будет гасить ваш излишний огонь. Может быть, скрадывать какие-то конфликты, ссоры. Хорошо, давайте посмотрим вот для тех, кто работает. Тут девятка, которая переходит в десятку. Здесь кто-то может потерять работу. Ну, и вы или сами уйдете, или здесь, может быть, какая-то фирма ваша, где вы работаете, может, закроется. Или вы закроете свой собственный бизнес. Вот по этим картам здесь может закрыться денежный канал. Ну, давайте мы девятку уточним. Шут. Я говорю, здесь новая работа. Здесь или вы уйдете и найдете работу, но по шуту, скорее всего, какая-то новая сфера деятельности. Здесь у вас еще нет опыта. Может быть, это испытательный срок, или вам под руку нужно будет кому-то встать, или куда-то уехать. Может быть, вот карта показывает, что вы какой-то проект, бизнес, что-то у вас не получилось, или работа совсем ни о чем, или что-то, как я говорю, закрылось. Здесь вы, может быть, уже до этого вынашивали какую-то идею, вот сейчас вы можете ее воплотить, ну вот что-то новое совсем. Здесь даже, может быть, вы с кем-то скооперируетесь, потому что здесь все-таки легла карта партнерства. Это может быть партнерство в любви, это может быть какой-то договор, купли-продажи, как я сказала, но это еще может быть бизнес-партнерство и какой-то творческий проект. Например, король жезлов — это мужчина и женщина. Или это женщина показывает королем, то есть она активная, деятельная. И королева кубков. Тут вы создаете какой-то, может быть, бизнес, партнер. Может быть, что-то связано, как я уже здесь перечислила, с украшением чего-то. Домов, садов, ну вот что-то такое. Может быть, еще салоны красоты. Или, может быть, магазин косметики. Ну, вот что-то такое, то, что украшает женщин. Поэтому у вас здесь то ли новая работа, совсем новая должность, то ли у вас здесь, может быть, еще, знаете, как вы занимаетесь своим бизнесом, но вот по девятке что-то не пошло. Вы один проект заканчиваете и начинаете что-то новое. Для тех, кто в поиске работы, ложится королева мечей. Тут или карта показывает вас, может быть, здесь что-то связано с консультациями, может быть, вы обладаете какими-то знаниями. Здесь может быть преподавательская деятельность или юриста, вот, может быть, на себя работать, или работу найдете где-то в сфере юриспруденции. Может быть, это у нас еще королева мечей, это еще может быть врач, скорее всего, хирург. Может быть, в какой-то клинике, если у вас есть такое образование. Вообще королева мечей — это женщина, которая независима. Как правило, это освободиться от всего и работать только на себя. Или здесь карта говорит, у вас очень сильное желание сделать карьеру или заняться какой-то индивидуальной деятельностью. Вот может быть, как я и говорила, какой-то творческий проект. То есть это может вот этот тандем относиться и для тех, кто в поиске работы. Ну или карта показывает какую-то женщину, которая вам поспособствует. Ну, давайте мы уточним королеву мечей. Тандем. Тут или выбор, или тандем. Да, здесь два человека и здесь два человека. То есть вот королева мечей, королева кубков. Может быть, бизнес-предприятие, бизнес-партнерство. Но опять вот любовь, красота, женщина, вот что-то такое, с чем-то это связано. Что-то улучшает жизнь других людей. Ну, тут может быть у всех по-разному. Так, хорошо, давайте мы десятку мечей уточним. Но это может быть закрытие одного канала. Но открытия пока я не вижу. Но еще может быть очень тяжелое финансовое положение. Может, поэтому вы и будете с кем-то в паре начинать. Может быть, у вас с деньгами совсем плохо. Это как бы окончание чего-то. Четверка жезлов. Говорю, вот какие-то украшения домов, подготовка к празднику. Может быть, вот это какие-то свадебные мероприятия, там, организация праздников. Ну, вот что-то такое, да. То есть у вас один канал закрывается, или если было совсем тяжелое положение с финансами, то здесь появляются новые возможности. Ну вот что-то такое связано с домом, с семьей, с любовью, с красотой. А кто-то здесь по деньгам готовится, да,
Кто-то по деньгам готовится к свадьбе. Да, ну, траты будут очень большие. Ну, вот я говорю, тут вам кто-то поможет провести вот этот сабантуйчик, провести вот этот праздник, может быть, куда-то съездить. Ну, скорее всего, это кто-то близкий для вас. Или ваша мама, или мама вашего избранника. Хорошо, давайте еще для вас получим совет от оракула Королевы Луны, Стрельцы, вторая половина августа. Ну и не забудьте про желание. Сейчас мы посмотрим на маятники, сбудется оно или нет в эти 15 дней. Так, что нам скажет оракул для Стрельцов? Так, резистенс. Это у нас сопротивление. Здесь карта говорит, поймите, где у вас есть сопротивление. Это может быть что-то внутри или это может быть извне. Оно может быть явное, а может быть скрытое. Если вас постигали в чем-то неудачи, это может быть работа, отношения. Если перед вами закрывались какие-то двери, то карта говорит, вот сейчас посмотрите по сторонам, есть какие-то новые пути, новые дороги. Самое главное, карта говорит, двигайтесь вперед к вашей цели, проявите уверенность, целенаправленность, убирайте страхи, не откладывайте на потом важные и срочные дела, ну и постарайтесь преодолеть вот это сопротивление, будь то внешнее, будь то внутреннее. Хорошо, и давайте мы посмотрим маятник. Не забывайте, что это общий прогноз, это не индивидуальное гадание на маятнике. На маятнике мы гадаем, да. На картах Таро мы передаем информацию. Исполнится ли желание у Стрельцов вторая половина августа? Если маятник будет качаться так, то ваше желание исполнится. Если справа налево, то нет. Но все-таки относитесь к этому спокойно. Исполнится ли желание у Стрельцов во вторую половину августа? Да, желание ваше исполнится. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за просмотр. Всем хорошего, до свидания.